Всем огромный привет, дорогие мои друзья, и всем тем, кто заглянул ко мне на канал. Вы на канале о вязании, и меня зовут Любовь. И в этом видео я хочу вам показать вот такой вот детский пледик, который я связала из новиночки от компании Alize. Это Alize Puffy Fine Ombre Batik. Пледик связан из одного мотка пряжи. Давайте я вам покажу моточек поближе. Это вот такой вот огромный моток. В одном мотке у нас 500 грамм. Для сравнения вам показываю обычный 100-граммовый моточек Alize Puffy Fine. В таком моточке у нас 14 метров. И если мы 14 метров умножим на 5, именно столько моточков у нас в одной упаковочке, мы получаем 70 метров. То в этом огромном большом моточке у нас целых 73 метра. То есть этот моток в 500 грамм заменяет нам одну упаковку пряжи Alize Puffy Fine. То есть из одного такого мотка получается детский плед примерно размером 80 на 80 сантиметров. Все зависит от того, каким узором вы будете вязать плед. Если вы будете вязать плед обычной лицевой гладью, то плед получится немного больше. В чем преимущество именно такого моточка? Во-первых, нам не нужно будет связывать моточки между собой, и у нас не будет хвостиков, которые нам придется прятать. Во-вторых, в этом моточке получается на 3 метра больше. Ну и в-третьих, это красивая цветовая гамма с плавными переходами от темного цвета к более светлому. Посмотрите, сейчас у меня в кадре моточек цвет номер 72-77. Начало вязания у нас будет темного цвета, и закончится у нас вязание вот таким вот нежным светло-сиреневым цветом. Также и пледик у меня связан именно с таких же ниточек Alize Puffy Fine Ombre Batik. Номер цвета этого моточка 72-46. От темного цвета постепенный плавный переход до более светлого цвета. Размер этого пледика у меня получился в ширину 80 сантиметров и в длину 110 сантиметров. И связан он вот таким вот очень красивым узором. Этот узор мы будем сегодня с вами вязать. Вязать будем по принципу вязания спицами. Это лицевые и изнаночные петли. Вязать будем вот по такой схеме. Раппорт этого узора составляет 24 петли в ширину и 6 рядов в высоту. На плед я взяла 3 раппорта. Кому нужна будет отдельная схема, пожалуйста, пишите мне на мою страничку в Instagram. Ссылочку я оставлю внизу в описании под этим видео. И получается вот такой вот пледик. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и мы начинаем. Итак, схему узора я буду показывать на однотонной пряже Alize Puffy Fine. Если с первого раза вы не запомните, как вязать тот или иной ряд, ничего страшного. В описании под этим видео я оставлю для вас тайм-код, по которому вы с легкостью сможете перейти на нужный вам ряд, чтобы вам не пришлось долго искать нужные ряды по всему видео. Итак, как я уже сказала, раппорт данного узора составляет 24 петли плюс 1 петля для симметрии. Я буду показывать образец, поэтому буду вязать один раппорт. Если вы будете вязать пледик так же, как и я, на 3 раппорта, тогда вам нужно будет набрать 72 петли плюс 1 петля для симметрии. В данном случае я отсчитываю 24 петли и плюс 1 для симметрии. Отсчитали необходимое количество петель и вяжем первый ряд. Первую и последнюю петлю мы будем провязывать всегда изнаночной. Чтобы провязать изнаночную петлю, перекидываем ее перед работой и протягиваем петельку от себя. Изнаночная. Дальше мы начинаем вязать по схеме. У нас идет лицевая петля. Вяжем лицевую.
Потом у нас по схеме идет накид. Как мы сделаем накид? Мы просто пропустим следующую петлю от рабочей нити, то есть мы ее никуда не провязываем, а просто пропускаем. Берем следующую петлю от рабочей нити и вяжем 4 петли, чередуем лицевая, изнаночная и опять повторяем лицевая, изнаночная. После того, как мы свяжем 4 петли лицевая, изнаночная, мы вяжем 2 вместе лицевой, правую петлю складываем поверх левой и петлей от рабочей нити провязываем эти 2 петли. Сейчас первый ряд будет немножко сложно провязать. С последующие ряды мы будем уже ориентироваться по провязанным петлям, то есть будем вязать по рисунку, и нам будет намного легче. Итак, провязали 2 петли вместе лицевой. Дальше мы чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. После того, как мы провязали 2 вместе лицевой, у нас должно получиться 5 лицевых петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И после 5-й лицевой мы вяжем опять 2 вместе лицевой, только уже с наклоном влево. То есть левая петелька поверх правой. И петлей от рабочей нити продеваем. Дальше опять 4 петли. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Накид, пропускаем одну петлю, вот мы ее не провязываем. Лицевая. И в конце у нас всегда будет изнаночная. В начале и в конце ряда мы будем провязывать изнаночные петли. И мы провязали первый ряд. Дальше вяжем второй ряд. Вязание не переворачиваем, вяжем слева направо. И у нас теперь уже это первая петля, мы провязываем ее изнаночной. Дальше в предыдущем ряду мы вязали лицевую, вяжем лицевую. Смотрим, в предыдущем ряду у нас пропущена петля, то есть это у нас накид. И когда мы вяжем слева направо, то эту пропущенную петлю мы вяжем изнаночной. Именно слева направо, когда мы вяжем, то пропущенные петли провязываем изнаночной. После того, как мы провязали пропущенную петлю, мы делаем накид. То есть мы петлю пропускаем. Пропустили петлю, берем следующую петлю от рабочей нити и вяжем по рисунку. Лицевая, изнаночная. И опять лицевая, изнаночная. И дальше мы должны провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево. Берем 2 петли, левая поверх правой и провязываем петлей от рабочей нити. Дальше смотрим по рисунку. В предыдущем ряду у нас изнаночная, провязываем изнаночной. Лицевая, изнаночная. В предыдущем ряду лицевая, провязываем лицевой, изнаночная. И опять лицевая, изнаночная.
И дальше следующие 2 петли мы провязываем с наклоном вправо, правую петлю поверх левой складываем вместе и петлей от рабочей нити провязываем. После того, как мы провязали 2 петли вместе, мы вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Делаем накид, то есть пропускаем одну петлю и следующую петлю от рабочей нити провязываем пропущенную петлю в предыдущем ряду, а провязываем мы ее изнаночной, потому что мы вяжем слева направо. И дальше у нас по рисунку лицевая и в конце изнаночная. И мы связали второй ряд. Дальше разворачиваемся и вяжем справа налево. Первую петлю провязываем изнаночной. Дальше в предыдущем ряду у нас была лицевая, мы вяжем лицевой. Смотрим, в предыдущем ряду у нас изнаночная, мы провязываем изнаночной. И дальше смотрим, у нас в предыдущем ряду пропущенная петля. Теперь справа налево, когда мы начинаем вязать, то пропущенную петлю мы провязываем лицевой. Вот здесь вот главное не перепутать. Слева направо мы провязываем изнаночной, а справа налево пропущенную петлю мы провязываем лицевой. И делаем накид, то есть пропускаем петлю. И дальше 4 петли вяжем по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше мы должны провязать 2 петли вместе с наклоном вправо. По рисунку уже видно, где у нас идет убавление. Правую петлю на левую и петлей от рабочей нити провязываем. И дальше по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И смотрим, вот у нас идет убавление, мы складываем 2 петли вместе, теперь уже с наклоном влево, левую на правую и провязываем. После того, как мы провязали 2 вместе, у нас идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Потом накид, пропускаем одну петлю. И у нас пропущенная петля в предыдущем ряду, мы провязываем ее лицевой. Дальше изнаночная, лицевая и в конце у нас всегда изнаночная. И мы связали с вами 3-й ряд. И далее мы вяжем 4-й ряд. Первую мы провязываем изнаночной. Дальше по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая, пропущенная петля в предыдущем ряду. Сейчас мы с вами вяжем слева направо, поэтому пропущенную петлю мы провязываем изнаночной. После того, как провязали пропущенную петлю, делаем накид, то есть одну петлю пропускаем и вяжем по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Следующие 2 петли
провязываем с наклоном влево. Левую петельку складываем поверх правой и провязываем петлей от рабочей нити. И дальше по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная. И у нас идет 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Правую петельку накладываем на левую и провязываем петлей от рабочей нити. И следующие 4 петли мы чередуем: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть вяжем по рисунку, как у нас идут петельки. Дальше делаем накид, пропускаем одну петлю. Следующую петлю от рабочей нити мы провязываем пропущенную петлю в предыдущем ряду и провязываем ее изнаночной, потому что мы вяжем слева направо. И дальше по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая. И в конце последняя изнаночная. Разворачиваем ниточку, вяжем 5 ряд. Изнаночная, по рисунку вяжем лицевая, изнаночная. В предыдущем ряду лицевая, значит провязываем лицевой, изнаночная. И смотрим, в предыдущем ряду у нас пропущенная петля, мы вяжем справа налево, значит пропущенную петлю мы провязываем лицевой. Дальше делаем накид, пропускаем одну петлю и вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Правую петлю накладываем на левую петлю и провязываем петлей от рабочей нити. Дальше у нас лицевая. И дальше мы провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Левую петлю накладываем на правую и петлей от рабочей нити продеваем. То есть здесь у нас уже видно такую дорожку, которая в итоге потом закрывается. И дальше по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Накид, пропускаем одну петлю. В предыдущем ряду пропущенную петлю провязываем лицевой и вяжем по рисунку до конца ряда. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и в конце у нас изнаночная. Мы провязали 5 ряд. Дальше вяжем 6-й, последний ряд нашего раппорта. Провязываем изнаночную и сразу же делаем накид. Пропускаем одну петлю и вяжем по рисунку до центральных вот этих 3 лицевых петель. То есть по рисунку, так как у нас идут петли предыдущего ряда. Если в предыдущем ряду у нас лицевая, значит вяжем лицевую. Если изнаночная, вяжем изнаночную. Пропущенная петля в предыдущем ряду слева направо провязываем изнаночной. Следующие 3 лицевые петли мы должны провязать вместе.
Для этого мы левую и правую петельки складываем вместе, а центральная петля у нас должна идти сверху. Сложили вот таким образом 3 петли, и теперь петлей от рабочей нити провязываем все эти 3 петли вместе. И дальше вяжем по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, пропущенная петля в предыдущем ряду провязываем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, и мы делаем накид, пропускаем одну петлю, и в конце у нас изнаночная. И мы с вами связали один раппорт, 6 рядов в высоту. И продолжаем вязать все с первого ряда. Первая у нас изнаночная. В предыдущем ряду у нас пропущенная петля. Мы вяжем справа налево, значит мы провязываем лицевой. Дальше делаем накид и вяжем по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше мы убавляем 2 петли с наклоном вправо. Правую петлю накладываем на левую и провязываем петлей от рабочей нити. Дальше у нас идет чередование лицевой и изнаночной петли. У нас должно получиться 5 лицевых. В предыдущем ряду было убавление. Это у нас идет 3-я лицевая. Дальше изнаночная. 4-я лицевая, изнаночная. 5-я лицевая, и потом уже с левой стороны мы убавляем 2 петли с наклоном влево. После того, как 2 петли вместе провязали, вяжем изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Делаем накид и вяжем лицевая, изнаночная. И продолжаем все то же самое по схеме. И в итоге у нас получается вот такой вот очень красивый узор. Я надеюсь, что вам было все понятно. Если вдруг вам вязать по схеме будет удобнее или понятней, пожалуйста, пишите на мою страничку в Instagram. Ссылочку я оставлю внизу в описании под этим видео. Если возникнут какие-то вопросы, пишите мне в комментариях. А также можете написать в комментариях, понравился ли вам такой узор для пледа, будет ли вам интересно видеть такие мастер-классы, где я показываю схему узоров для вязания пледов из пряжи Alize Puffy Fine. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а чтобы получать уведомления о моих новых видео, не забывайте нажимать на колокольчик. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!